Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Полина Реутова, оптимистка в штатском, на связи. Полина, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну что, май уже завтра, да, и, соответственно, по этому поводу есть очень много разных размышлений, а какой будет война, что будет происходить, а какая будет вот эта кампания, да, весенне-летняя, летняя-осенняя, в общем, все вот это вот рассуждают и размышляют. Но начать наш с вами разговор я предлагаю со вчерашнего созвона Трампа и Путина, вроде как по инициативе Кремля разговор, 1,5 часа, там, конечно, и Меланию поздравляли с прошедшим днем рождения, и, конечно, говорили о том, что, ой, как печально, что в Трампа бегают люди с оружием, пытаются целиться, стрелять. Ну, вот как был на этом званом ужине инцидент с учителем истории. Но самый, наверное, обсуждаемый эпизод — это, конечно же, перемирие. Майское перемирие на 9 мая. Путин сказал Трампу, что он как бы не прочь. Трамп говорит: о, отличная идея, замечательно. И вот уже сегодня с утра Зеленский говорит: я дал поручение разобраться, что ж там предлагается, узнать у американцев, что Путин предложил. Хотя как бы до боли и так понятно, что майские дни, ясное дело, что это 8-9, но, в общем, нужно узнать детали, потому что это только для того, чтобы парад Победы провести, а мы вот, Украина, за то, что был прочный и такой долгосрочный мир и безопасность. В связи с этим вопрос нашему сегодняшнему чату трансляции: договорятся ли о перемирии ко Дню Победы? Варианты: да, на 8-9 договорятся, много будет там эмоций, много будет всяких там моментов, вбросов и так далее, но в принципе какое-то перемирие будет на эти 2 дня. Нет, не договорятся. То есть Зеленский не пропустит этот повод, чтобы ударить по Москве, по Параду Победы, или по Керченскому мосту, атака на который была, или там Россия, в общем, тоже не захочет. В общем, не договорятся, не получится договориться. Следующий вариант: да, но сорвут. Причем, как бы все понятно, вроде договорились, но тем не менее будут удары, атаки, акты возмездия друг на друга, дальнобойные и так далее. И еще один вариант: да, договорятся, и это будет конец войны, это перерастет в длинное перемирие, и все закончится. Как, в принципе, вчера Трамп и Путин поговорили о том, что, ну так, сделка близка, говорит Дональд Федорович. Как вы отнеслись к этой теме перемирия на 9 мая на фоне вот тех ударов, которые пропускает Россия, которые наносит Россия, которые пропускает Украина, и на фоне всего происходящего, насколько и кому больше оно выгодно, и что думаете, будет чего или нет? Я думаю, что со стороны России будет перемирие. То есть она со своей стороны заявит о временном прекращении атак. Как будет Украина это объяснять, наиболее интересно, потому что перемирие приурочено ко Дню Победы, который Украина отрицает. И этот праздник давно преподносится как кремлевская пропаганда. История на Украине сейчас активно пересматривается, и отдельно интересно с риторической точки зрения, как они будут объяснять, к чему это приурочено. Потому что на Украине же сейчас главный день, день так называемой памяти и примирения 8 мая. 9 мая уже там не в чести. Украина отказалась от статуса страны-победителя в Великой Отечественной войне и примкнула к проигравшей стороне, потому что это проигравшая сторона на самом деле придумала вот эту чушь про 8 мая. Хотя это обусловлено разницей часовых поясов, когда капитуляция была объявлена, но тем не менее. Вот. И будет интересно посмотреть, как они это будут объяснять. Скорее всего, будет, как мне представляется, с украинской стороны нарушение прекращения огня. Будут какие-то беспилотники, которые каждый день летят. Возможно, какие-то локальные стычки на линии боевого соприкосновения. Но, как мне представляется, если российская сторона заявила о своем намерении, значит, прекратить огонь на время празднования Дня Победы. И причем наши выйдут и скажут, что Украина это все равно, несмотря на то, что там ошалевшая бандеровская верхушка является большой частью той победы, которая была одержана в 1945 году, и все люди, которые признают этот праздник, мы хотим дать возможность этот праздник отметить. То есть со стороны России, я думаю, раз уж это было заявлено
на самом высоком уровне, это намерение будет воплощено в жизнь. А Трамп уже есть в свою 100-500 перемогу, 100-500 100-500 по счету перемогу запишет в свой актив и будет обставлять эту ситуацию таким образом, что это он, благодаря своему дипломатическому гению, смог убедить, дескать, Владимира Путина в этом жесте доброй воли. То есть здесь, получается, все, как говорится, в дамках, вот, но выгодно ли это Украине? Людям выгодно, а руководству нет. Ну, потому что акцентуация это на 9 мая, а 9 мая это же кремлевская пропаганда, это же колонизаторы и Сталин, Гитлер, знак равенства, и вот эти вот все истории, которые в последнее время на уровне пропаганды рассказывает украинская сторона в унисон с европейскими маргиналами. Поэтому здесь повод не особо, чтобы выгодный именно для Украины с риторической точки зрения, с пропагандистской. Но люди, простые жители Украины, которые волею судьбы оказались фактически в плену бандеровского этого режима, для них это, безусловно, позитивная новость. Нет, ну позитивная новость еще заключается в том, что стрелять не будут. Да? Я это имею в виду, конечно. Сегодня атаковали Днепр. Вообще Днепр утюжит российская сторона очень серьезно. Причем тут очень интересный момент, если так оценить и попробовать порассуждать. Да? То есть Украина наносит удары за ударами по нефтепереработке российской или там каким-то заводам. Значит, разные заводы. Сегодня там очередные удары. Зеленский выходит, говорит, я дал распоряжение, мы будем бить там новые цели, я как бы утвердил, или еще такое очень интересное слово, согласовал те или иные цели. Причем мы видим, что выбирается, там конкретно уже есть фото, видео, то есть что это вот этот беспилотник «Людь», который вот летит в Пермь, была атака вот давеча, вот была атака сегодня, то есть выбирается какой-то маршрут, и этот маршрут, как бы коридор, который проходит тот или иной беспилотник, и, в общем, идет нанесение удара. И горит, это все очень такая картинка яркая, вот это все. И это вот чем дальше, тем лучше. Смотрите, далеко летит, там как это, высоко сижу, далеко гляжу. Вместе с этим мы видим абсолютно противоположную историю по Днепру. Причем его атаковали просто безбожно, и это что-то должно значить. Ну, во-первых, самый, наверное, важный момент, это вот сегодняшняя атака, значит, попали в автобус, и там автобус и магазин загорелся, причем летел конкретно герань летела, конкретный БПЛА, вот он, собственно, летит, странно летит, опускается на цель, и, в общем, до этого город обстрелян, видите, он в дыму, и, в общем, был вот такой прилет. До этого, буквально вчера, нам с гордостью показывали какого-то некоего ну, как не с РПГ, а с этой переносным зенитным ракетным комплексом, который прям в черте города, прям чуть ли не на трамвайных путях, прям на проспекте, на улице выходил и сбивал какой-то беспилотник, и все как бы радовались, что смотрите, вот такая история. То, как атакует Россия Днепр, я так понимаю, как прифронтовой хаб, выискивая мобильные группы ПВО, выискивая там какие-то объекты, выискивая что-то для оперативной логистики подвоза к фронту, выискивая те или иные удары, нам говорит о абсолютно другом применении вот этих дронов, чем это делает Зеленский. Исходя из этого понимания, да, тут яркая картинка, горящий НПЗ, Пермь, второй день ударов в дыму. Здесь вынос планомерный Днепра. Здесь днепрянам, конечно, не позавидуешь в этом отношении, потому что летит и попадает, и люди гибнут, и, в общем, ну, понятная история. Что нам это дает для понимания будущего развития именно войны, как боевых действий? Кто к чему готовится и кто на что делает упор? Я думаю, что обе стороны готовятся к продолжению ведения боевых действий. А то, где какие атаки, это локальный тактический характер они имеют, как мне представляется. Если Украина нацелена на нанесение ущерба, на усложнение транспортировки нефтепродуктов,
то, что сейчас у нас в том числе в Туапсе происходит, к примеру, то Россия, как вы верно отметили, нацелена на выявление переносных средств ПВО, каких-то локальных групп, по всей видимости, возможно, скопление военных штабов, потому что Днепр действительно уже полноценный прифронтовой город, и линия фронта медленно, но верно движется на запад. То есть это локальные события. Мне не видится, что здесь что-то глобально меняется в этой части, потому что линия фронта очень большая, и если бы рассматривать так более структурно, то линия фронта, она не ограничивается вот этой линией размежевания, где фактически находятся войска украинские и российские. Линия фронта – это везде, куда прилетает, по большому счету. А прилетает далеко. И в случае с Украиной это западная граница, и до Львовской губернии очень спокойно наши военные достают. То же самое можно сказать, к сожалению, и про Россию, потому что, как вы заметили, прилетает далеко за пределами наших южных регионов, и уже БПЛА достигает своей цели. Но очень странно слышать, на самом деле, про то, что там Зеленский что-то согласовывает, как будто от него что-то зависит. Разведывательная информация – это полностью его западные так называемые партнеры, сброя на западные деньги с западными технологиями. Поэтому ничего он там не согласовывает от слова вообще и напрочь. Это все дело рук, спайки так называемых пятиглаз. Так, а кто будет согласовывать? Разведывательного Подождите, сообщества. а кто будет согласовывать перемирие тогда? Трамп с Путиным. Ну, вот вы видите, очень достаточно интересная история, как бы Трамп, и многие сейчас говорят, вот, Путин запросил перемирие у Трампа, да, а Трамп может его обеспечить, это перемирие? Да ничего он не запрашивал, он поставил перед фактом, что российская сторона со своей стороны на определенный период прекратит наносить удары. И даст приказ прекратить вести боевые действия, скажет только в случае обороны. Как-то российская сторона Ну, будет. как Ну, на как это Пасху обычно получается. бывает. Да, как обычно. Вот. А Трамп, он будет через своих коллег на Западе пробовать этот процесс согласовать. Возможно, даже будет контакт с офисом Зеленского. Может быть, и так будет. Для того, чтобы в самоволочку украинский режим не ушел, будет эта тема согласована с Лондоном, с Парижем, с немцами, как мне представляется, со стороны Трампа. И, скорее всего, будет отдельный контакт непосредственно с украинской стороной с предупреждением, что надо послушаться. И на означенный период не планировать какие-то атаки и удары. Хотя это все равно будет, но не в том масштабе, в котором сейчас это происходит. Я думаю, что так будет выглядеть эта ситуация. Оказия вчера была вечером. Трамп говорит, что Украина проиграла военным путем, а потом добавляет, что там все корабли флота были уничтожены. Явно все увидели, что это он ошибся, имел в виду Иран как таковой. Оговорка по Фрейду. Ну, получается странная какая-то такая оговорка. И вообще, конечно, если так разобраться и более так смотреть предметно по-деловому и политически, то, ну, давайте честно, этот разговор, как вам видится, да? Вот сколько в процентном соотношении был об Украине, а сколько о Ближнем Востоке? Я думаю, что о Ближнем Востоке преимущественно. Хотя бы потому, что с украинским треком плюс-минус все понятно. А вот на Ближнем Востоке ситуация развивается активно и не в пользу Соединенных Штатов и их так называемых союзников. Вот. Я думаю, что в основном контакт был именно по Ближнему Востоку. С учетом того, что Иран – это союзник России, партнер. Ну, и до Я думаю, этого Аракчи был сколько там дней в Москве? Два-три. То есть там тоже были такие очень плотные контакты. поэтому я думаю, что российская сторона здесь, не думаю, я в этом совершенно уверена, выполняет посреднические функции.
в данном случае. Поэтому я думаю, что контакты были в основном о Ближнем Востоке и ситуации в Персидском заливе. Эта ситуация, она, конечно, вызывает очень много эмоций, но одни думают, что это такой хитрый план, глобальный план, и просто такие взбалмошные действия, и Трамп, ну, потому что он такой, поэтому вот так он себя ведет, а на самом деле все идет по какому-то сценарию, и нефть специально догоняют до 120 в своих интересах американцы. Сейчас как бы такой ценник на бренд, да, потому что очень интересно, кто блокирует пролив Ормузский. Трамп или Иран? Об этом поинтересовались у Хексита, он ничего не ответил. Но вместе с этим Трамп, конечно, вываливает долю своих мемчиков достаточно большую, и, в общем, говорит о том, что пролив теперь он переименовал у себя в соцсети имени Трампа. Ну, получается, что Америка блокирует пролив Трампа, а Иран блокирует пролив Ормузский. Но хоть так, хоть эдак, танкеры не идут, проблема с логистикой есть, цены растут. Почему так и почему нет никакого, собственно, принципиального решения, которое назревает, и готов ли Трамп применить еще большую силу в отношении Ирана сухопутным образом или, ну, опять начать бомбить? Если начать бомбить, то куда? Все же уже уничтожили. Ну, он уже года рассказывал, они все уничтожили, потом проходит полгода, значительное количество времени, опять начались после 12-дневной войны, как мы знаем, атаки на Иран, заявляется о тех же целях, которые, как рассказывалось ранее, уже уничтожены. То здесь риторически ничего не меняется, и у людей совершенно ничего не щелкает, а тут каких-то логических противоречий почему-то нет. Касательно того, почему не могут принципиальное решение принять, потому что начальные позиции сторон, они несовместимы от слова вообще и напрочь. Они несовместимы. Иран использует имеющийся ресурс свой географический для того, чтобы заявленную позицию воплощать в жизнь на практике. Хотел бы Трамп более масштабные действия и развернуть в этой точке? Я думаю, хотел бы, но очевидно, что в настоящем случае такой возможности нет, потому что наземную кампанию через курдов провести не особо чтобы удалось. Это первое. Второе, номенклатура военная поблизости в регионе Ираном, если не уничтожена под ноль, то существенно пострадала. Там американские военные базы, пункты базирования, что сильно усложняет ведение военной кампании вот в этом регионе. Хотел бы Трамп, вообще не сомневаюсь, очень бы хотел. А последний аргумент в виде ядерного оружия, ну, там очень серьезные препоны существуют в порядке получения разрешения на такие действия. Это, если мне память не изменяет, нужно разрешение Конгресса для того, чтобы применить ядерное оружие. А не сказать, чтобы у Трампа там монолитная выигрышная позиция в Конгрессе. Скорее, сейчас даже наоборот. И в случае, даже если бы ему каким-то образом удалось бы реализовать вот эту хотелку, для него бы это закончилось немедленным импичментом с последующим букетом уголовных дел и клеткой. В случае, если бы его признали, конечно, вменяемым, что не факт при освидетельствовании. Поэтому он бы, может, хотел, но не особо, чтобы может. А у Ирана четкие требования, они не меняются, позиция там совершенно понятная. Не трогать Хизбаллу, уйти из региона, военное присутствие нет, выплата репараций и развитие ядерной программы без согласования с Соединенными Штатами. Вот этот набор требований, он не меняется. Почему? Ну, вот это тоже очень интересно. Смотрите, там же как нам вещают приверженцы и сторонники вот этой блокады, говорят, что у Ирана ничего не осталось. То есть деньги заканчиваются, они же зарабатывали, переводя свои суда со своей нефтью, да, так сказать, на экспорт. А сейчас это потери сумасшедшие. Кажется, что нужно чем-то
поступиться, ну, Трамп А за... сейчас говорит о Но том, они что так не не будет считают. ядерной программы. Ну, типа, он сделал заявление, что вот когда Иран скажет, не будет у нас ядерной программы, вот тогда, собственно, и договорятся. Но Иран этого не делает. Ну, у них есть принципиальная позиция, на которой они стоят. Это, во-первых. Во-вторых, они заявляли о своей готовности ввести длительное противостояние, в том числе вооруженное, что они к нему готовились 2 десятка лет как минимум и готовы действовать. Вот они и действуют. Тут надо заметить, что тема с красными линиями в их случае наилучшим образом работает. То, что они заявляют, то они и делают. Ну, это вы так намекаете на руководство Российской Федерации. Ну, иногда бы нам хотелось, чтобы красные линии были несколько более устойчивыми. В этом смысле, конечно, российское общество с некоторой завистью смотрит на иранцев. Не будем это отрицать. Они во многих пунктах более решительно выглядят. Но хотя эти две ситуации очень трудно сравнивать, это и масштаб другой, целеполагание другое, да, и Иран с Соединенными Штатами не граничит, там много нюансов, да, в этом смысле. Не сказать, чтобы очень похожий конфликт у нас. Но Иран действует максимально решительно, без сарказма. И то, что он заявляет, он это воплощает в жизнь и очень красиво все это риторически в информационке отыгрывает. Это отдельная М. красота, любо-дорого посмотреть, очень талантливо. Вот раз Трамп зашел на тот уровень дискурса, где он беседует с миром через мемы, иранцы делают то же самое, только гораздо более талантливо. Включили всю свою медийную машину и расширяют свой фан-клуб в масштабе планеты. Уже пару-тройку миллиардов точно за Иран выступает, потому что они решительный достаточно отпор дают ошалевшему гегемону, который всю дорогу считал, что ему можно абсолютно все, любые действия предпринимать, будь то военные преступления, вооруженная агрессия, которая под прикрытием сеяния демократии в разных точках планеты, ну, почему-то подозрительно всегда происходит это там, где есть нефть. Вот там всегда надо демократию строить с применением оружия. Это людей в масштабах нашего глобуса маленько достало. И поэтому, когда страна с гораздо меньшим военным потенциалом и ресурсным дает решительный отпор. И, кстати, в отличие от Украины, которую поддерживает весь Запад, Иран практически в одиночку в данном случае Ну, действует. Иран Понятно, поддерживает Китай и Россия. Ну, Китай и Россия это поддерживают, тоже да, много. но это, ну, безусловно, но эта поддержка, как мне представляется, она ни в коей мере не сопоставима с тем уровнем поддержки, которую оказывал и оказывает Запад Украине. Поэтому здесь две большие Есть разницы. дедлайны, как вы думаете, у Трампа завершить всю историю с Ираном до 15 числа, пока эта дата, она вроде как не двигалась, это встреча с Си Цзиньпином? Особенность дедлайнов Трампа в том, что они не соблюдаются примерно никогда. Поэтому к этому можно относиться как к очередной дате, которая абсолютно не соответствует реальному положению дел. У Трампа было очень много дедлайнов. Как-то я даже пыталась посчитать. На 21-м я уже сбилась и оставила эту затею. Потому что абсолютно все дедлайны, даже если они выглядят как-то реалистично, они, скажем так, почему-то никогда не выполняются. Наверное, потому что дедлайнами никакое серьезное событие измерить нельзя, где на шахматной доске слишком много позиций. Или если за столом несколько игроков, а их там несколько. Вот и все. Еще один очень интересный момент, который произошел, это высказанное намерение Арабскими Эмиратами выйти из ОПЕК+. Значит, чтобы так
понятнее было, и это, в принципе, соответствует действительности. В общем, Эмираты могут добывать больше, чем по соглашению с ОПЕК+, они добывают. Выход, это означает, прямо не означает, но есть большая вероятность, что они будут больше добывать нефти и больше как бы вываливать на рынок. Вопросом с доставки здесь, конечно, многие озадачились, но многие уже прям параллели проводят с 91 годом, когда развалился Советский Союз, что, мол, смотрите, сейчас Эмираты вот этот вот ход конем сделают, вывалят много своей дешевой нефти, и вот тогда уж Россия развалится, как когда-то СССР. Это вот прям всерьез некоторые люди так вот считают, поэтому сейчас потерпят с заблокированными проливами, потом Трамп отойдет, Эмираты включатся, скажем так, в эту переработку с большим количеством нефти, и вот тогда-то, собственно, все произойдет. Этого Запад и ждет по отношению к Российской Федерации. Что вы думаете по поводу этой теории? Я думаю, что в случае, если будет нечто подобное происходить, начнет сильно страдать нефтедобывающая промышленность стран Персидского залива, туда начнет что-то прилетать. Понятное дело, что это выгодно американцам, а вот эти монархии залива, это ж номинально как бы американские союзники. Конечно, им выгодно для регулирования цен на нефть идти вот на такие крайние меры. Но если будет осложнена не только логистика, но и сама добыча или добыча, будет несколько проблематично эту ситуацию регулировать. И почему это еще Штатам выгодно? Потому что в Соединенных Штатах цены на заправках, они не внутренней политикой регулируются, а именно мировыми ценами на нефть. Это важная тема. Поэтому американцы через внутренний рынок очень сильно страдают. И имидж действующей власти особенно. Потому что любое повышение цен на нефть в мировом масштабе, даже несмотря на то, что у американцев свои нефтепродукты есть, они сами добычей занимаются, плюс у них Венесуэла под контролем. Если мировая цена на нефть высокая, она высокая и в Штатах на топливо. Вот в чем дело. Поэтому американцы стремятся, разумеется, эту ситуацию отрегулировать, в том числе путем, ну, это такой, можно сказать, практически картельный сговор стран Персидского залива с Соединенными Штатами. И вот таким вот манером они будут пытаться действовать. Но, как показала практика, по этим монархиям залива вполне успешно может что-то прилетать и наносить неприемлемый ущерб. Поэтому я не исключаю, что если вопрос будет поставлен именно таким образом, и это будет как свершившийся факт, то нефтепереработка и нефтедобыча в этих государствах начнет сильно страдать, попадет буквально под огонь. А с учетом того, что уже выше мы отметили, американское присутствие военное сильно осложнилось в этом регионе, ввиду того, что базы, ну, если и существуют, то только практически уже в номинальном виде, как точка на карте, а не как что-то существенное, не как фактор защиты. Они не фактором защиты оказались, а мишенью с подсветкой по факту. Но будут новые, значит, точки на карте для атак. Я это так предполагаю, что такая ситуация возможна в случае, если это произойдет. Очень интересен, скажем, такой момент ввиду этого. Ну вот позиция Европы. Да? Немцы говорят, что мы выделяем дополнительные деньги на Украину. Европа, которая страдает от этого всего больше, ситуации вокруг Ирана, тем не менее готова платить. И готова платить больше. И кается. Как вы оцениваете эту готовность? Сколько здесь красивых слов, а сколько реального дела? Потому что Зеленский, ну вот почему он так себя ведет? Ну вот даже вот тема с перемирием. Путин сообщил Трампу о том, что будет перемирие. Выходит Трамп, говорит, я предложил перемирие. Вот. А Зеленский говорит, а я узнаю там у американцам, что вообще почем, как и каким образом. Явно
понимая, что он лихо же может обращаться с Трампом, это не находит никакого ответа. Да, он его прямо может, он там его советников прямо может обвинять в некомпетентности по поводу самого Трампа, но он прям ярко в своем позапрошлом медиапроявлении атаковал конкретно эту персону. Получается, что это все потому, что Зеленский под зонтиком Европы. Но насколько он прочен? Мне видится, что он столь же прочный, как Организация Варшавского договора в 1989 каком-нибудь году. Тут уже а, больше похоже, конечно, на агонию, потому что тема вот этой единой Европы, всякий раз, когда пытаются строить единую Европу, всегда случается рейх, всегда. Это уже исторический факт. Но у рейха есть такая особенность, что он всегда разваливается. Тоже исторический факт. А в данном случае, как мне представляется, вот эта глобалистская, вот этот консорциум европейский, у них задача одна – дождаться, пока Трампа из его кабинета вперед ногами вынесут. Главным образом они хотят подождать промежуточные выборы, но тем не меньше у президента Соединенных Штатов именно прерогатива управлять внешней политикой, кто бы там после промежуточных выборов не банковал. У них задача сейчас Трампа пересидеть с надеждой на то, что придет с их точки зрения более вменяемая администрация в Соединенных Штатах, и они будут дальше делать свои глобалистские дела. Поэтому они и продолжают всеми возможными способами, несмотря на существенные трудности, в том числе экономические, поддерживать Украину. Там очень четко сместились приоритеты, потому что если раньше Европа была ориентирована на, вот, кстати, подлинный социализм, он там в Европе в последнее время был, который так порицается, и говорится, что это кремлевская пропаганда и советская всякая дурь, так у них же был полный, ну не полный, но в существенной степени социализм, социальное государство с высокими социальными стандартами, высокий уровень жизни, который был возможен за счет производства вещей с высокой добавочной стоимостью, но производство было более дешевым за счет российских энергоресурсов. То есть это прямая спайка была. Сейчас она исчезла, и Европа милитаризируется в ущерб уровню жизни собственных граждан и бросила все силы на ВПК, на производство ударных дронов, которые впоследствии идут уже на Украину, а потом летят по России в том числе. То есть они хотят снизить в этой части свою зависимость от Китая, потому что все основные приблуды для БПЛА шли оттуда, там, начиная от микросхем, заканчивая корпусами. В этой ситуации как-то мы плюс-минус уже с Украиной близки, потому что у нас таким же манером запчасти добываются, как правило, из той же Поднебесной, что интересно. Поэтому они будут пытаться пересидеть Трампа. Зеленский борзеет, потому что он считает, что он и Трамп тоже пересидит, он уже вошел во вкус. Если прокатила такая тема, что он уже на 2 года свои полномочия продлил, то почему бы и дальше не сидеть, не диктаторствовать? По всей видимости, ему его хозяева в Лондоне и Париже пообещали его личную сохранность до тех пор, пока он выполняет вот эту вот функцию по уничтожению украинцев, стирания их на Россию. А они полагают, так же, как и я, на Западе. Это украинцы этого не понимают. Это на самом деле гражданская война, их это более чем устраивает. И пока Зеленский выполняет вот эту вот функцию кровавого клоуна, их тоже все устраивает. И они рассчитывают на то, что сейчас они подужмутся, протянут, потом придет новая администрация, и тут хоба, они уже будут готовы воевать с Россией с помощью Соединенных Штатов. Они, наверное, так себе видят свое будущее. Ну, если это все понятно, Там, почему Россия не договаривается с Европой?
А с кем там договариваться Ну, и давайте так. каким образом? Приехал карлик, ну, король Чарлик, карлик, короче, Чарльз Карл Третий. Да, это очень смешно, да. И он прям повозил Трампа, схватил за его красный галстук, ну, я имею в виду фигурально, понятное дело, вербально, и в своих речах повозил об стол, за который был накрыт по случаю приезда короля. Это уникальное вообще событие. Там Елизавета, мать его, в общем, приезжала раньше, там несколько... Какой же год, господи? Ну, что-то там в 90-е, по-моему. Я могу ошибаться. Но это редко бывает, когда приезжает король Британии и выступает перед Конгрессом, у них там визиты, это все произошло. Он там его и подкалывал, он там и говорил, давая намеки и бросая такую историю об оккупации. Он там переначал слова Трампа о том, что все говорили на немецком. Ну, если бы Америка не помогла, да, во Второй мировой войне, то он говорит, на французском бы еще раньше вся Европа говорила. Ну, в общем, вот такие какие-то моменты, вот такие элементы. Конгресс срывал аплодисменты, понятно, да, на противоречии самому Дональду Федоровичу. Вот почему тогда, если все понимают, да, почему Россия не выходит на тех же бритов, почему Россия не выходит на тех же европейцев и почему не договаривается с ними? Ведь тоже очень странно как-то, да? Россию, ну вот позиция, да, Кремля, нас провоцировали, мы вот пошли в войну, а война не заканчивается 5-й год, ни к чему не пришли, и получается то, что хотели противники Российской Федерации, то есть истощать, бить, воевать, ну, чтобы Россия воевала, ну, то они и получили. Почему не увернулась Россия от этого удара или сейчас не уворачивается? Ну, это странно бы выглядело с учетом того, что это именно европейская вот эта шайка, она сначала в одностороннем порядке прекратила контакты на высоком уровне с российской стороной. Это они бегали, кричали, что Россия агрессор, Путин диктатор, с диктаторами, террористами, как они говорили, переговоры не ведем. И все такое прочее. И это продолжалось ровно до того момента, пока демократы заправляли в Белом доме. Но потом пришел Трамп и в одностороннем порядке как раз начал контактировать. Это, во-первых. Во-вторых, российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам в случае, если европейцы такое желание выразят. Но раз европейцы первые, извините, заявили о том, что они с нами не хотят никаких контактов, они пока особо обратного желания на взаимодействие не высказывали. Они бы хотели быть за столом переговоров, они сильно обижались на то, что их не позвали вот на все эти движения, когда с Вашингтоном контакты начались. Но при этом, знаете, это вот такая риторическая конструкция получается. Ты берешь вторую сторону, оскорбляешь, обвиняешь, потом ее же обвиняешь в том, что она с тобой не разговаривает, и перед этим ты сам ее послал. Ну, знаете, на вербальном уровне, на верхнем уровне, дескать, вот, готовы говорить с агрессором, с диктатором, ну так получается, да, дескать. И тут агрессор-диктатор, значит, как они говорят, сейчас должен брать и какие-то контакты вести. Здесь уже так ситуация не работает. Отношения испорчены, а та сторона никакой готовности к нормализации взаимоотношений, в отличие от нас, которые высказывали, что есть такая готовность в случае, если та сторона изъявит такое желание. У нас президент Путин неоднократно об этом говорил, что мы от контактов не отказываемся, что мы готовы контактировать. И обращаю ваше внимание, что когда Западу сильно надо, они звонят, вот тот же Макрон. Звонят и Вот. чего добиваются? Ну вот смотрите, я не понимаю одного простого ну, вот, момента. Вот сейчас выбран Трамп как, ну, типа переговорщик, контактер, да? Помните вот это? Трамп к ноге хозяина, да, вот. А Европа, получается, ну, должна слушать Трампа. Но ни Европа не слушает Трампа, наоборот, противодействует ему. Сейчас вот Зеленский против Трампа. То есть получается, что Россия о чем-то договаривается не с тем человеком. Ну, то есть
не с тем, кто принимает решения. Опять, получается, перепутали центры принятия решений. Так мы приходим к тому, уже давно достаточно пришли, что вообще не о чем и не с кем договариваться. Подождите, как не о чем? Ну вот давайте тоже как бы Потому что, соотносить. потому что, смотрите, у нас задача обеспечить собственную безопасность, и чтобы на наших западных фронтирах не было угрозы. Ну, так, по большому счету, из-за этого война началась. У Запада задача, чтобы Россия развалилась, истощилась, и начался новый этап парада суверенитетов, но с одним ядерным центром, чтобы это можно было проще контролировать. У них такая задача, плюс смена режима. У нас задачи кардинально разные, позиции полностью противоположны. Одна исключает другую. Поэтому в настоящем случае, пока Запад хочет, чтобы Россия прекратила свое существование, никакого паритета в данном случае быть не может. В принципе. Возможно, они выйдут на какие-то более осязаемые контакты, когда они на военный паритет выйдут, потому что Россия в этой части хотя бы потому, что имеет серьезный боевой опыт раз, и ВПК развивается, а во время войны ВПК развивается сильно ощутимее и быстрее, чем в мирное время, вот они поэтому и начали сейчас заниматься тем, чтобы развивать свой ВПК и выйти на паритет с Россией, а потом после этого, возможно, будут какие-то контакты более предметные. Вот и все. А сейчас они пока используют эту тему риторическую, чисто пропагандистскую, про агрессор-диктатор должна развалиться, и параллельно они надеются, что с течением времени это произойдет, и уже ведется работа активная по раскачиванию лодки тут уже изнутри. Вот, они намереваются на этой теме играть уже не первый раз, кстати, поэтому они действуют вот в этом ключе. Вот и все. А с нашей стороны, ну как вы себе это представляете? Путин звонит в Лондон, говорит, угомоните этих бандер или что? Ну, Трамп уже он звонит и говорит, угомоните этого Зеленского. Ну так Трамп же заявил сам первый о готовности контактов. Если самоходный Байден, он вообще не одуплял действительность последние несколько лет, и им управляли совсем другие структуры, которые напрочь, наотрез не контактировали с Москвой, то здесь американская сторона и плюс даже через уважительные формулировки зашла на контакт с Москвой. И американская же сторона себя назначила как гегемон-переговорщиком, хотя это подлинная сторона конфликта на самом деле. Но мы, ладно, согласились с тем, что как бы, американцы выполняют переговорную функцию. Но они же на себя взяли вот эти бремена, что что Украина это их прокси. Это ж они заявляли всю дорогу о том, что Украина их прокси. Они прямым текстом говорили следующее. Мы ведем прокси-войну с Россией руками Украины. Это цитата Марко Рубио. Они говорили это прямым текстом. То есть они заявили себя де-факто хозяевами. Для них это вот заморская территория Украины, которой они управляют. А потом выяснилось, что есть другие центры влияния. Отколовшийся вот этот глобалистский консорциум, который раньше был в единой спайке с демократами, оказалось, что когда ты находишься на другом континенте, за океаном. С одной стороны, это защита, у тебя с двух сторон водичка и удобные границы. А с другой стороны, значит, влияние несколько проблематично оказывать, в том числе на европейскую внешнюю политику. Это было намного проще, когда цели совпадали. Подождите, это было понятно и до избрания Трампа. Это было понятно, конечно. И то, что будет антитрамповская коалиция, потому что у него, об этом говорили примерно все, но так это и получилось, мы это все наблюдаем прямо сейчас в прямом эфире. Но там изначально как строилась политика, что американцы – это, безусловно, гегемон,
который за счет своей ресурсной военной базы управляет европейским континентом, потому что там гигантское количество баз НАТО, а НАТО – это филиал Пентагона, на самом деле, все об этом знали. И Европу устраивало то, что есть американский дешевый рынок плюс ядерный зонтик фактически. Ну, там, конечно, Франция, Британия, у них есть ядерное оружие, но британские, там, по-моему, 4 подлодки и ценные указания. Ну, без Вашингтона, в общем, там ничего, с этого рая не выйдет ничего без Вашингтонского указа. Франция номинально имеет ядерное оружие, но не в том масштабе, чтобы весь как бы покрыть весь континент вот этот европейский. То есть американцы выполняли как бы охранную функцию плюс дешевый рынок, и за счет этого управляли политикой. Сейчас ситуация поменялась. Там другой центр силы, глобалистский, он никуда не делся. Если за океаном временно, как мне представляется, все-таки позиция изменилась на время, то там она не меняется, а эти люди играют в долгую. Ну вот И выходит, они предполагают, что будет вот так длительное время. Сейчас они Трампа пересидят и будут дальше делать то же самое. выходит Медведев, да, он же как бы ястреб, ну, считается, что-то как напишет, чего-то как-то, да, вот и комментирует ситуацию по возможным перспективам войны России с Европейским Союзом. Коротко послушаем. Сейчас происходит то же самое. Что говорят европейцы? Война с Россией неизбежна, я не знаю, откуда они это взяли, но это мантра. Это говорится каждый день. Русские обязательно на нас нападут. Ни в одном из выступлений российских политических деятелей, ни в одном из заявлений, ни в одном из документов, которые принимала Россия, не говорится о необходимости каких-либо конфликтов с Европой. Да, мы вынуждены проводить СВО, но причины всем известны. Что же касается Европы, у нас никаких агрессивных замыслов нет. Но, тем не менее, этот маховик крутится, выпускается огромное количество оружия, и практически все лидеры Европы, в том числе крупнейших стран, говорят о том, что мы понимаем, значит, нам нужно быть готовым к отражению агрессии. Ну, в общем, никакого... Россия как бы не угрожает Европе, да? Но тут тоже есть определенное противоречие в этом выступлении. Такая очень специфическая история. То есть, с одной стороны, нет ни одного документа, который там Россия отправляет как бы стрелы в сторону Европы, о том, что у нас там... А вот у НАТО есть эти документы, да, у Европы заявления лидеров, таких заявлений нет. Это с одной стороны. Но с другой стороны, говорит, что ядерный апокалипсис вполне вероятен. Вряд ли с такой ролью вообще легко справиться. Не существует патентованных посредников, хотя многие на эту роль претендуют. Вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты вот так, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях. Я прекратил 9 или 10 войн, ну мы сами понимаем, что это все значит. Слова известного политика сегодня. Проблема в том, что практически все эти конфликты заново возобновились. Ну, в общем, открытая критика Трампа. Ну, то есть, вот то, чем мы посвящаем, собственно, там, вот эту часть нашего эфира. Так, а что из этого следует, Полина? Ну, то есть, посредник так себе из уходящего гегемона, да, то есть, вполне себе надо ядерное оружие применять, но никто не хочет воевать с Европой, это они хотят. То есть, мы перед чем, на пороге чего стоим? Ну, то знаете, какой анекдот про блондинку на Красной площади. Каков шанс встретить динозавра? 50/50. Либо встреч, либо нет. Вообще все в этом мире на самом деле 50/50. Либо произойдет, либо нет. Здесь, как показывает практика, у нас уже был прецедент применения ядерного оружия, единственный, кстати, против мирного населения, это Соединенные Штаты, известная тема. Правда, в Японии уже много людей думает, что это Россия их бомбила, а не США, но это такой момент. Вот. Медведев выражает позицию определенной группы лиц, которые заявляют о своей готовности в случае чего на предельные действия. Плюс у нас ядерная доктрина, я хочу напомнить, была изменена в более радикальном ключе, скажем так.
Поэтому здесь выражение мнения касательно Трампа, но это констатация факта. Просто констатация факта. Просто у нас именно Кремль, он как политкорректно высказывается, что дух Анкориджа, контакт продолжаем. Вот. Мгм. Дух Анкоридж. То есть там были, давая понять, что был некоторый набор договоренностей, и американские партнеры взяли на себя набор обязательств, которые они реализовать не могут. Вот уже по означенным выше причинам мы с вами сегодня это обсудили. То есть они пообещали некоторый набор действий осуществить, но так и не смогли. Поэтому российская сторона и говорит, вот мы на этих позициях стоим. А Дмитрий Анатольевич, ну да, он риторически силен. В том смысле, что он умеет крепко сказать, крепко написать. Ну и, безусловно, является выразителем довольно популярного мнения, в том числе и во властных структурах. И знаете, может быть, даже еще такая тема, даже, скорее всего, так и есть. Это еще демонстрация того, что Путин-то это человек-то очень гуманный, а в случае чего-то может прийти и менее гуманные люди, которые во властных структурах тоже имеются, и будут решать вопросы совершенно иным образом, более радикальным. Ну, то есть Ну, это смотрите, это тоже такая... демонстрация контрагентам, то, что есть такое явление у нас, что элита в этом смысле не монолитна в плане взглядов на то, как следует с потенциальными, да не потенциальными, а подлинными противниками действовать в случае роста угроз Ну в так нашу смотрите, сейчас сторону. же давайте немножко, ну здесь вот, кстати, по поводу критики Медведева Трампу, сейчас вот шутят, ну прям не шутят, прям сравнивают, да, в соцсетях американских, англоязычных, что золотая статуя Трампа вот в его гольф-клубе в Майами, которая появилась недавно, где он там... Короче, по образу и подобию любимому вождю Ким Ир Сену. Это установлено в КНДР, поэтому, собственно, так вот это сейчас обсуждается бурно. О том, что, ну как что, кто ж его посадит за стол переговоров? Он же Он же памятник. памятник. Понимаете, то есть, ну и как бы это вот золотой, там, Ким Ир Сен, тут Трамп, вот это все обсуждают. Но тут другой момент интересен. Сейчас давайте два шатуна обсудим, да, в России и в Украине. Начнем с России. Начнем, скажем так, Туапсе стало, ну, именем нарицательным. Сейчас это уже как бы Пермь перекочевала в Пермь. Приходят там сумасшедшие кадры оттуда, что вот там распределительная станция, это все полыхает, как вулканы. И, мол, постоянно украинская сторона говорит, что вот смотрите, у нас горят парковки, автобусы, стреляют по людям, а мы вот стреляем там, и это типа от бессилия, по нам так стреляют, а мы стреляем эдак. Ну и в самой России это уже как бы становится определенным, ну, таким моментом не то что недопонимания, а прям критики откровенной Путина. Рейтинг у него официально циомовский падает из раза в раз на фоне вот таких ударов. Это вот Пермь сегодняшняя, которую там гасят и догорает. В Туапсе там сложнее история, там уже как бы эта нефть добралась до пляжей, соответственно, там птиц отмывают, вот это все, пляжи пытаются отмыть, это все горит, и, в общем, там эвакуируют близлежащие дома, и как бы критика кому достается? Конечно же, Путину и Кремлю. По какой причине? Потому что, ну а что критиковать там Зеленского, Украину, да? Ты сделаешь что-то, ты сделаешь что-нибудь. Причем очень интересный эпизод по Туапсе. Значит, губернатор говорит, Путин сам говорит, что там, в общем-то, ничего страшного, а на самом деле все очень и очень страшно. Даже нужно было, как бы, суетие в прямом эфире, я имею в виду, орально-публичная, да, Бони и Соловьева, которые там обсуждали этот Туапсе как фактор, да, вокруг которого нужно не ссориться, а типа объединяться. И вот они там выяснили отношения. Насколько вот эти удары, они вообще вот влияют на, собственно, внутри
политическую ситуацию. Ну вот еще один этот эпизод. Это сегодня опять россияне говорят, что были безэкипажными катерами атакован, в общем, Керченский мост, ну вот Крымский мост, демонстрируют эти атаки. Украинцы говорят, что 2 сторожевых катера, которые атаковали, ну, в общем, были повреждены этими бэками, да. Там, с одной стороны, все отбили, с другой стороны, вот смотрите, мы молодцы, там, охрану Керченского моста повредили, подбили, поразили. Параллельно с этим 1 мая, на майские люди едут в Крым, туристический сезон, 30 километров пробка, и явно россияне начинают роптать. То есть Зеленский тоже на это играет. Если попробовать оценить вот этот маневр, насколько он может принести успех, тем более, что есть с чем сравнить. Этот Крымский мост и взорван был, подорван одно время, и по Кремлю дроны летели. Какие мысли у вас по этому поводу? Насколько досягаемы эти удары? Ну, безусловно, это влияет на российское общество, и возникает масса вопросов, почему, ну, как люди видят, руководство страны не делает достаточно для того, чтобы это прекратилось. А как сделать так, чтобы это прекратилось? Сделать так, чтобы противник физически не смог наносить такие удары. Здесь как раз растет желание в российском обществе, да, бахните вы уже таким образом, чтобы это стало невозможно. И это элемент раскачивания лодки внутри, конечно. Это, кстати, может быть, это и главная цель. Вот те же удары по порту, по инфраструктуре, которая обеспечивает экспорт нефти. Отсюда гигантская гуманитарная катастрофа. И получается такая ситуация, что, конечно, люди от этого очень сильно устали, потому что когда чувствуют последствия войны на собственной шкуре, чем дальше время, тем все большее количество людей на себе это ощущают. Конечно, у них растет запрос на то, чтобы нанести противнику такой неприемлемый ущерб, с тем, чтобы далее это было невозможно. И возникает вопрос, почему мы до сих пор не приняли те действия, благодаря которым украинская сторона в спайке со своими западными партнерами не сможет далее наносить такого рода ущерб России. Вот в этом смысле это элемент раскачивания лодки, безусловно. Поэтому да. Ну, с другой стороны, мы видим, что давайте оценим тогда другую сторону, там, лодку у другого берега. Вчера опубликованы были пленки Минтича, новые, значит, очень интересная, забавная история. Шутят даже разные, скажем так, стендап-комики, которые такие украинские, проукраинские, ну, такие, критикуют власть и говорят, что вот Янукович смылся со своего Межигорье, да, а вот Зеленский не оставил Украину даже с недостроенной династией. Значит, горжусь президентом. Это шутка о чем? О том, что они строили эту династию, и вчера во время там, публикации этих пленок мы узнали, что там и строителям не заплатили, и, в общем, это какой-то, ну, династию он себе строил, там это Чернышов, да, там Шефер, в общем, это все вместе. Кажется, что вот эта вот коррупционная история, ну, как бы мало кого может удивить внутри Украины, но западные это партнеры должны четко отдавать себе отчет, куда они отдают эти деньги и куда их направляют, даже в форме кредита. Насколько оправданы выглядят траты европейских налогоплательщиков на вот эту самую циничную двушечку на Москву, вот эти все откаты с какой-то кассой, да, где фактически вот это окружение Зеленского, как Вова и Андрей, там впервые были эти названы имена, Вова и Андрей, значит, Вова, все поняли, что Зеленский, Андрей, и все Ермак. поняли, что Ермак, да, то есть
имеют кассу, это уже приобрело очертания конкретной ОПГ, организованной преступной группировки, но Европа отправляет туда деньги. Кого бояться, в общем? Украинцев или европейцев, которые как-то так вот возмутятся невиданной щедрости и спонсированию воюющего Зеленского? Так сколько уже было разговоров, в том числе и в западной прессе, о том, что группа Зеленского является организованной преступной сверхкоррумпированной группировкой. Дело в том, что бенефициары всей этой истории, в том числе финансовые, это же и есть те самые еврочиновники. Они в теме. А в случае, если сейчас начнется возмущение, это будет ситуация, как говорится, в результате следствия самое главное не выйти на самих себя. Они в результате следствия выйдут на самих себя. Они плоть от плоти до мозга костей участвуют в этих коррупционных схемах, и, естественно, они не заинтересованы в том, чтобы они были извлечены на поверхность. И будут всеми силами, вырубая всю мощь своей медийной машины пропагандистской, плюс цензура, которая там присутствует, на законодательном уровне, кстати. Все это будет включаться в нужном ключе, извините за тавтологию, и тушить эту потенциальную волну некоторого возмущения. И знаете, когда что-то впервые громко появляется, оно начинает возмущать. А когда это система, это уже воспринимается как должное и не вызывает ту реакцию, которая могла бы быть поначалу. Они же сами Зеленского превознесли на пьедестал. Они сами его раскручивали, звали везде. И надели на него корону главного борца с агрессивным агрессором. И будучи вот в этой ситуации, они были в теме не только политически, но и финансово. Это круговая порука. Поэтому, что бы там ни говорили, тот же Янукович не ко дню будет помянут, но тем не менее, он по сравнению с Зеленским – это божий одуванчик, государственник и практически ревнитель благополучия Украины. И практически даже не обогащался со своим Сашей, сыночком и прочими друзьями по сравнению с тем, что творит группа Зеленского. Но у Януковича и таких подвязок в Европе и в США не было, таких подельников, а у Зеленского есть. Поэтому будут дальше всплывать какие-то истории. Мне уже кажется даже, что если бы администрация Трампа не затягивала, и они бы сразу риторически отработали эту ситуацию, выкатили бы весь компромат, пленки, а желательно еще и документы, выходили бы расследования, навешали бы с три короба уголовных дел, подали бы в розыск его и его друзей. Вот такая тема бы сработала. С учетом того, что прошло уже очень много времени, они как-то потихонечку какие-то тезисы вбрасывали там по поводу коррупции, по поводу того, что Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, по поводу того, что он берет так как-то дозированно, но без последствий. Поэтому даже если сейчас они выкатят всю фактуру, сейчас уже это не окажет никакого влияния. Тут уже эта карта, как говорится, уже не рабочая. Мне кажется, коррупционная. Мгм. Так, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Спасибо большое, что пишете, спасибо большое, что интересуетесь. Так, в общем, договорятся ли о перемирии ко Дню Победы? Тут уже Песков вышел во время нашего эфира, сказал, что подразумевается конкретно 9 мая, День Победы. Ну, а о сроках, там, когда, кого, чего, куда, со скольки, там, 0 часов какого дня, по 0 часов какого дня, это уже должен сообщить сам Путин. Так вот, договорятся ли? 4% да, и это перерастет в конец войны, то есть сделка близка, и вот она, собственно, может состояться. 26% нет, не договорятся. И 32% да, на 8 и 9. И 38% да, но его сорвут. Ну, то есть, в принципе, что-то будет, уверены, там почти 71%, но большинство считают, что оно сорвется. Согласны с аудиторией?
Будет, ну, смотрите, российская сторона объявит, что вот мы даже в одностороннем порядке, ну, как это уже было, объявляем перемирие, но то, что будет прям срыв самого перемирия, будут нарушения, как обычно это бывает. Но, думаю, с 0 часов, либо 8, либо 9 мая до 0 часов 10 будет объявлено президентом, что мы на этот период прекращаем боевые действия. И об этом западные хозяева Украины уведомлены. Вот так это будет выглядеть. Так, переходим к вопросам в режиме Блиц. Пишите, пожалуйста, в чат трансляции. Добрый день, спрашивают в сообществе YouTube. Почему, как вы думаете, все наши оппозиционеры так ухватились за тему Туапсе? Все последнюю неделю выходят радостные в эфир рассказами об экологической катастрофе. Как минимум, они выглядят мерзко. На что рассчитывает наша оппозиция, когда она поддерживает РДК нацистов, которые воюют в ВСУ, рассказывают про разделение России, радуются экологической катастрофе на родине. Неужели все это только ради западных грантов? Ну, за деньги. Ну, Спрашивают они за деньги, да, плюс они самооблучились. Они еще, будучи в России, довольно открыто выступали за ее расчленение, деколонизацию отдельных областей. Им это все очень симпатично. И все, что с их точки зрения играет на рост внутренних противоречий внутри страны в российском обществе, а это, безусловно, играет вот эта ситуация с Туапсе, уже мы выше про это сказали, они будут использовать все, что может усиливать недовольство граждан своими властями. Но другой вопрос, что этих маргиналов простой российский гражданин не смотрит. Их смотрят такие же маргиналы, как они, как правило, уехавшие. Вот в чем дело. То есть они варятся в своей вот этой внутренней аудитории. На широкую аудиторию российскую они работать не могут. Потому что они, во-первых, себя уже продемонстрировали как мерзейших маргиналов в принципе. То есть от них уже много людей отошло. Плюс, как это сказать, ну, ограничения работают в том числе. То есть у нас YouTube это только с VPN, да, Telegram только с VPN, и то их и в лучшие времена не читали. Только их вот этот кружочек оппозиционный, крайне маргинальный, я подчеркиваю. А сейчас тем более. То есть это было бы эффективно, если бы они работали на широкую российскую аудиторию, но у них нет такого ресурса. На зомбоящик их не позовут, на радио их не позовут, в интернете те сайты, которые не заблокированы, их не позовут. Ну, это попытка, скорее, самооблучились раз, два, попытка отработать западный грант. И потом они еще, думаю, пририсуют себе 1500 ботов, что их кто-то в России посмотрел и даже лайкнул. Еще могут все комментарии нагнать, лишь бы деньги отработать. Но заявленная цель не выполняется. Что это было бы эффективно, если бы это работало на российского гражданина. А их никто не смотрит в России. Петр, вопрос. Володин слетал в КНДР, как везде транслировалось, по поручению Путина. В таком разе о каком разделении властей может идти речь, если они уже и не шифруются, что в общем, одна дает поручение другой, и та, и другая может поручить Путину что-то? Не, ну у нас номинально есть разделение властей. У нас законодательное, исполнительное и судебное, согласно Конституции. Одновременно с тем у нас сверхцентрализованная модель государства. И у президента расширенные полномочия, в том числе после внесения поправок в Конституцию. И, кстати, и в России исторически это факт. Россия может сохранить свою целостность территориально-политически, экономически только в случае сверхцентрализованной модели управления. Вот так. Так. Это необходимость такая. У нас так, так повелось. У нас по-другому не работает. Вот такой еще вопрос от Лины Востроиловой. Миссия России познакомить украинцев с их новейшей историей. К историю они переписали себе сами, а географию помогут соседи, причем со всех сторон.
Еще раз связь пропадала. Миссия России. Познакомить украинцев с новейшей историей. Историю себе переписали сами, а географию помогут соседи с разных сторон. Я так понимаю, что речь Ну, идет о мгм. Западе и Востоке. Ну, вот украинская Кулеба выходила на медне с претензиями на ряд минских территорий, я это отдельно у себя разбирала. До этого тоже выходила и рассказывала про Закерзоне, но, кстати, это правда. То, что исторические земли, некоторые украинские, были переданы Польше в ходе большой сталинской перекройки 1945 года, в обмен на те западные земли, которые в итоге отошли к Украине тоже, польские. То есть это тоже исторический факт. Ну, границы меняются с течением времени. А вот переписывание истории, ну, знаете, если так подумать, ах, ну, бандеровцы, они же проигравшая сторона, действительно. А поскольку они захватили власть в Киеве, для них они не могут праздновать, если говорить про историю, бандеровцы не могут праздновать победу в Великой Отечественной войне, потому что они в Великой Отечественной войне проиграли. А поскольку власть захватили они сейчас на Украине, то, конечно, они будут продвигать тезис, который будет девальвировать полностью эту победу. Например, вот. И будут рассказывать про великую Украину, которая выкапывала Черное море, потому что как субъекта Украины, как таковой, как субъекта до 1917 года вообще не было. Первая субъектность пошла вот после революционных событий. С учетом того, что история, она несколько иная и менее симпатична для того, что пропагандируется Украиной сегодня, надо, во-первых, рассказать про великое величие, во-вторых, про то, что субъектность была сильно раньше обретена, а в Москве лягушки квакали, как говорил Алексей Гончаренко, это второе. Третье, заявить территориальные претензии. И четвертое, придумать еще целую кучу абсурда, пустить это в моноэфир. Если каждый день что-то повторять, даже если это бред, этот бред становится привычным, уже откладывается на подкорках. Потому что с ума сошли натурально в большом количестве люди, которые получили советское образование, очень приличное, и которые, по идее, как бы знают, как история выглядела на самом деле. И это отражено в документах, это ж не только пропаганда. Есть документы, но документы читать не принято, которые невыгодны. Поэтому очень легко историю переписывать, особенно в эпоху, когда информация со скоростью звука передается не путем почты и не телеграфом, а по интернету. И еще придумывать целую кучу несуществующих фактов. Поэтому очень легко историю сегодня переписывать. И, кстати, мы живем в эпоху, если раньше все писали, да, что историю пишут победители. Сейчас мы живем в эпоху, когда историю пишут проигравшие. Причем довольно успешно. Они ее переписывают очень успешно. Вот в таком парадоксе мы живем. И из чата трансляции вопрос. Я слышал, что Россия управляет не Путин, а коллективный Путин. Это верное утверждение? Ну, конечно, группа лиц, президент как центр принятия решений. Ну, конечно, есть группа лиц, это властная верхушка, которая некоторые решения принимает коллегиально. Но сейчас, в отличие от того, что было в 90-х, хотя бы, что хорошо, не идет речь о семибанкирщине, где управлял де-факто западный капитал России тогда. А сейчас капитал был успешно переведен, основной ключевой, в Россию. И еще в 2013 году, накануне крымских событий, Владимир Путин олигархов предупреждал, что выводите-ка вы свои гроши из Запада, потому что их отожмут. Уже был тот случай. Те, кто послушались и оказались поумнее, у тех сейчас все хорошо. А те, которые не послушались, те терпят убытки, и некоторые даже в оппозиционную политическую борьбу пытаются играть, хотя их предупреждали, что так будет. Вот. Поэтому, да, центр принятия решений – это президент России, но, конечно, у него есть окружение ближайшее, где решения тоже принимаются коллегиально. Ну, в основном силовой блок сейчас. Меньше финансовый, в основном силовой блок, потому что мы в военное время живем. Мгм. Значит, вот такой еще вопрос из чата трансляции вам пишут.
Сограждане. Ранее мама была пропутинская, а сейчас развернулась на 180 градусов, и она не одна. И это пенсионеры. И по мнению Реутова, это тоже маргинальные маргиналы. Ограничения работают, еще как. Нет, не наоборот. Я говорю про маргиналов, которые смотрят вот эту хуцпу из понауехавших оппозиционеров, так называемых журналистов, и вот этой вот шоблы, типа «Прекрасная Россия будущего» в изгнании правительства, которое в ПАСЕ зашло. Вот этих маргиналов смотрят, как правило, либо такие же маргиналы, либо такие, как я, которые над этим потешаются, отдельные отрывки потом выкладывают у себя, чтобы посмеяться. Вот. А люди, среди которых растет недовольство ввиду того, что мы видим определенный набор действий со стороны наших противников, и у людей складывается впечатление, что мы в недостаточной степени противостоим и купируем саму возможность проведения вот таких акций, как, допустим, в Туапсе. Конечно, растет. Кстати, вот тема. У нас не очень работает история про «Царь хороший, бояре плохие». У нас вся полнота ответственности, это интересный такой факт про Россию, вся полнота ответственности как за положительные события ложится на главу государства, так и за отрицательные события. То есть все ассоциируется с главой государства, потому что у нас такое монархическое понимание власти. У нас власть такую сакральную функцию выполняет. Поэтому у людей ассоциация, в том числе с президентом, и их недовольство, оно все аккумулируется вокруг него. Ну и, разумеется, не беспочвенно в данном случае, потому что есть натуральные убытки, которые все видят. И опять-таки выступают с призывом жахнуть до таким манером, чтобы вот такое в дальнейшем было невозможно. А то, что на данном этапе этого не происходит, а противник продолжает вот такую дичь творить, конечно, это вызывает недовольство людей. Безусловно, плюс накладывается вот эта политика ограничений, с моей точки зрения, очень неумная, которая чинит препятствия нормальной жизнедеятельности нашего государства. Да, на нас Запад санкции вводит, а теперь отчасти, собственно, государство против своих граждан де-факто санкции вводит. Конечно, это не добавляет позитива. И добавьте сюда еще атаки как раз на российскую территорию с серьезнейшим ущербом. Так, ну тут, конечно, смеются люди в чате, говорят, там, пенсионеры, да, там, в общем, Боня, бог пенсионеров, вот такие вещи. Свобода за свободу, за Россию, за Боню, ну, в общем, такие тут, ну, как бы, обсуждения. Не, я ждала, что Боня, раз уж она взяла на себя функцию обращения к главам государств, что она обратится, что следующее обращение будет кому-то по месту ее жительства, чтобы она обратилась к близлежащим странам типа Франции и сказала: Евросоюз, хватит поддерживать бандеровский режим и давать деньги на дроны и дроны, которые убивают русских, но Боня до этого не дошла. Она же у нас только внутренней политикой занимается. Это да. Ну, давайте словам. завершим вот таким вопросом. О чем будет разговор в Китае? У Си, Путина, Трампа, спрашивает Артур. Про Ближний Восток, про рынки, передел сфер влияния и немножко про Украину, наверное. Почему Так про Украину вижу. немножко? Потому что это уже периферийная тема. Основная тема сейчас это Ближний Восток. Ну, и Северный морской путь еще. Эти темы будут обсуждать. А логистику будут обсуждать. Энергоресурсы, распределение продаж. Вот это основная тема будет. Я так вижу. Ну и плюс план действий на случай, если глобалистское крыло, что не исключено, вновь обретет силу полноценную и будет оказывать более существенное влияние, в том числе на американскую политику. Как в этом случае действовать? Передел сферы влияний. Полина Реутова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Спасибо, дорогие друзья. Берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно.